Всем привет, с вами Тусолс, и сегодня мы вернулись в Ямпилский замок на новое исследование. У нас накопилось очень много вопросов, и сегодня нам предстоит узнать на них ответы. Погнали! Нам много раз уже рассказывали о том, что здесь видели силуэты. Мы тебе засняли в прошлый раз. Мать, что это было? Почему тебе не нравятся женщины? Что это за... Почему я слышу какие-то звуки? И один это не сравнится ни с одним местом. Дико страшно. Ты слышал? Да, Анюта сильно дрожит, да стой, подожди, может нам остановиться? Его мы уже пугали. У меня свет выключился. Ну что, ребят, перед началом выпуска мы бы хотели вам сказать, что сейчас у нас идет сезон. И главное, на протяжении 2 месяцев каждую неделю будут выходить по выпуску. Поэтому, ребят, не пропускайте. А теперь мы возвращаемся обратно к выпуску. Let's go! Ну привет, давно не виделись. Целых сколько, полгода? Да. И снова мы здесь. И снова мы здесь. Да. Я он пился. Ну, на самом деле, когда мы в прошлый раз приезжали полгода назад, мы-то приезжали в пасмурную погоду, и была такая сразу же атмосфера, такая, а сейчас солнышко такое, пока что лайтовенько. Интересно, а призраки нас любят здесь, они нас помнят? Призраки? Да. Ну, может быть, тут он один, мы же не знаем. Ну, Может, их здесь нет. очень много их. Может быть, и много. Блин, как приятно в хорошую погоду сюда возвращаться. Как приятно вернуться сюда во второй раз, чтобы испытать эти эмоции. Ой, потому что в прошлый раз они ого-го какие были. В прошлый раз, когда мы здесь были, можно сказать, не были готовы к этому месту. Я думаю, что сейчас мы точно уже готовы. Да. И настроены максимально просто. Здесь, вот на этом фоне, была сделана фотография. Вот сейчас вы ее видите на экране. Вот кто не верит в привидение, ответьте, пожалуйста. Что это за тогда? фотка? Что это тогда? Да, Вот что это за мы- фотка? Вот мы не знаем. Если углубляться вообще во всю легенду, Угу. то, скорее всего, это Брунис. Ну, это Скорее рыцарь, всего, скорее рыцарь, всего, да. потому что он и выглядит как рыцарь. Но он добрый. Он добрый, но он нас напугал до усрачки. Мы в прошлый раз это не снимали, но у нас есть 3 номера типа на этот вечер. Это называется «Синяя комната», если переводить дословно комната. Да. У нас есть такой район в Латвии, Да. что, в Риге. И комната Элизы. Это 3 самые паранормальные и самые страшные комнаты. Вот это на первом месте. Сейчас там призрак. Вот. Что, там есть кто-то? Нет, добро пожаловать. О! Chill out вообще. Вот так. Ну как? вообще. Мало бы хоть и не было. А мне сейчас деньги. Вау. Но Симон-то какая-то такая, более обычная. Она более Достаточно обычная. более современная, на самом деле. Хоть и кровать деревянная, но как бы... И мы в прошлый раз, на самом деле, ребят, кто смотрел первую часть, мы здесь тоже проводили эксперименты, но это не вошло в выпуск, потому что ничего не происходило. Наверное, самая сочная комната. Мы, в принципе, и в прошлый раз оставались. Не надо, что оставались, ну просто там. Ну, всё. не надо, что? Ну, посмотрите на меня, это просто... Муа! Это просто люкс-отель, президентский номер. Кровать прям королевская. Королевская кровать. В прошлый раз мы это тоже не снимали, но пока мы снимали легенду этого замка, мы были в большом зале, и пока мы снимали, Равшан вот здесь спал. Мы еще тогда не знали, что эти номера такие жестко паранормальные. И Равшан очень сильно захотел спать и пошел один. Уже вроде стемнело, да? Да. Уже было темно. Равшан один пошел спать. И в тот момент, когда он вот только пошел спать, нам начинает рассказывать администрация музея, отеля. Да. Точнее. Она начала рассказывать о том, что здесь типа вообще происходят необъяснимые вещи в этих номерах. И мы такие думаем, Равшан там один. Ну, он как говорил, типа, ему же не было стрёмно в прошлый раз, он просто сказал то, что ему было стрёмно подниматься и идти сюда одному. Мне кажется, большинство людей, типа, так думают и не отказываются верить, что что-то еще есть, потому что это может, скорее всего, попортить их психику или поменять мировоззрение, типа. Да, я Поэтому думаю, что многие они не просто верят. готовы к этому. Ну, да, и они еще не Мы-то- готовы. Готовы? Ты уверен? Нет.
Изначально Яумпилс был рыцарским поместьем, построенным как замок на воде в 1301 году во времена магистра Ливонского ордена Готфрида фон Роги. Из 1576 до 1920 года он принадлежал семье немецкого барона фон дер Реге. Замок многократно был перестроен и пережил немало страданий. Например, пожар в 1905 году. Однако, как вы уже видели, он довольно хорошо сохранился. В настоящее время в замке находится отель, ресторан и музей. Как и о любом подобном месте, об этом замке сложено множество легенд, и в основном они все связаны с Матиасом фон дер Реке, владельца замка в 16 веке. Поговаривали, что он был не особо добрым человеком. Я расскажу, как нам кажется, одну из самых важных легенд. Во время шведской войны Матиас фон дер Реке сражался на поединке со шведским королем Карлом IX. После поединка в руках Реки оказался меч короля и его шапка с дорогими украшенными лентами. Польский король за отвагу подарил барону поместье в Кабиле. Это такой населенный пункт в Латвии. С течением времени король умер, и его сыновья никак не могли найти документы, удостоверяющие им права на это поместье. Случилось так, что один из сыновей оказался на грани банкротства, и его могла спасти только продажа имения. Как-то раз к воротам замка приехал рыцарь, облаченный весь в доспехи, и передал барону сверток, который оказался нужным документом, и помог уладить барону свои дела. Поговаривали, что это было привидение, которое помогло сохранить барону свое родовое гнездо. И сейчас иногда в замке можно увидеть силуэт мужчины в старом одеянии. Он появляется ближе к вечеру на некоторое время в стенах замка, проверяя, все ли там в порядке. Также здесь находится так называемая шведская стена. Она выглядит как такая квадратная площадка. Ее построили шведские военнопленные, привезенные Матиасом фон дер Реке с войны. Они жили прямо там, на этой площадке, под открытым солнцем, выполняя все хозяйственные и строительные работы в замке. Когда же надобность в лишних руках отпала, как повествует об этом легенда, барон согнал всех пленных в деревянный сарай и собственноручно поджег его. И вот почему мы говорили то, что он был не особо хорошим человеком, и таких легенд еще очень много. Как нам рассказывали в прошлый раз, самый популярный призрак – это призрак рыцаря, и его прозвали Брунис. Кстати, это вполне возможно он на фотке, и именно он тогда передал барону тот самый сверток. Ну так вообще он же вроде добрый. Он добрый, но, опять же, как нам рассказывали, мужчин он не трогает, но он не любит женщин, которые ведут себя как маленькие Наполеоны. Но по сути нам говорили то, что это не единственный призрак здесь, здесь очень много их. Обычно те люди, которые здесь остаются надолго, им начинает становиться плохо, потому что здесь большая энергия скапливается. А дети и вовсе ходят по всему музею, улыбаются, веселятся, и когда они спускаются в погреб, то им становится жутко, страшно, и они даже плачут. В целом люди здесь слышат очень много странных звуков, слышат шаги, даже стулья передвигаются сами по себе. Нам много раз уже рассказывали о том, что здесь видели силуэты. К тому подтверждение фотография, которую мы показывали ранее. Ну и помимо силуэтов еще много кружков, типа таких, они тоже могут быть душами умерших. Даже в отеле происходит какая-то чертовщина. То есть наши вот комнаты, где нам разрешили оставить вещи, самые паранормальные. Обычно те люди, которые здесь остаются на ночь, они чувствуют, что как будто рядом с ними кто-то лежит или кто-то на них пристально смотрит, хотя в комнате они находятся совсем одни. Еще бывает такое, что когда накроют новую постель, на них остается след, что как будто кто-то на них сидел или кто-то на них лежал, хотя до этого в комнату никто не заходил. И даже ручки дергаются сами по себе, то есть, вдумайтесь просто в это. На самом деле, вернуться сюда дико прикольно, еще раз испытать те же эмоции и новые эмоции. Реально, вот зрители-то могут не понять, почему мы сюда все-таки реально вернулись, но как реально мы с собой разговаривали о том, что у нас какая-то есть недосказанность, то есть нам кажется, что этот фильм не доснят, и нужно чуть больше погрузиться в это место. Оно заслуживает второго выпуска и отдельного внимания. В прошлый раз мы слышали очень много непонятных звуков, мы нигде такого не слышали, и, возможно, кто-то из вас уже смотрел первую часть и видел, как мы упали. Если кто-то из вас этого не видел, то вот. Готфрид. Что происходит? Не-не-не. Что это было?
Вы спросите, а что с нами там произошло? Когда мы записывали легенду и историю для вас, мы были в основном зале. Все было спокойно, как обычно, ничего такого. Тут начинают происходить какие-то непонятные вещи. То есть, весь замок, он по сути ходит, живет своей жизнью, реально. То есть тут постоянно слышатся какие-то всякие разные звуки по сравнению с какими-то другими местами, где мы были. Тут реально, просто энциклопедия звуков. Что самое важное, что когда Кристоп рассказывал свой парт, то есть все было в принципе нормально. И как только это одеяло перешло ко мне, и я начал рассказывать, то мы услышали сначала первый удар. Мы такие, ладно, все окей, все спустили на нет. Потом второй удар. Второй удар, он уже реально заставил задуматься, что-то реально не так. Мы слышим третий удар, который происходит третий удар, и у меня по всему телу мурашки. Я не смог реально совладать со своим страхом, то есть, не знаю, просто не выдержал. Я слышал 3 отчетливых шага, то есть за спиной, скорее всего, я так думаю, реально 3 отчетливых шага. После этого в моей голове врубается просто внутренний голос говорит: беги, все, беги, да, и не останавливайся, не оглядывайся, беги. У меня то же самое было, у меня было либо бежать, либо стой на месте. Но мы как-то тогда с тобой переглянулись, и как-то ты меня схватил, я схватил. И как будто, знаете, такое чувство, то что ноги за тебя просто начинают убегать, а ты их не контролируешь. И в принципе это случилось. Мы с Некой там столкнулись и упали. Мы еще потом очень долго с тобой отходили и думали, что это было вообще. Кажется, что нами двигало что-то. То есть не мы это были, то есть непонятно, почему именно так. Я могу на это списать на то, что в тот момент, когда я записывал свою часть, я допустил ошибку, что я нелестно отозвался о магистре Ливонского ордена, то есть он, скорее всего, был каким-то важным человеком здесь. Да. Как раз-таки в тот момент произошел третий удар, после этого шаги, и, возможно, он направил всю свою могущую силу и сделал то, что сделал. И получается, когда мы готовились уже делать исследования, с нами тогда некоторое время был администраторша отеля, и мы рассказали то, что с нами случилось, и она сказала, мне кажется, дословно, это был он. Да, просто четко, без каких-либо сомнений, то есть, и она настолько спокойным взглядом это сказала, то есть, вообще, как будто это уже вошло в привычку, это ее не удивляет вообще абсолютно. Я на самом деле эту фразу прям запомнил, и она до сих пор в моей голове сидит. Это был он. Мы не знаем, как сегодня наши приборы проявят себя, но единственное, что мы в прошлый раз словили, это у нас сработал EMF, получается, на балконе. То есть Некий тогда был с EMF, и он направил EMF прямо на стул, и там начали дергаться лампочки. Но потом он прошел по всем рядам, проверил все стулья, и ни на одном, получается, лампочка не дергалась, только на этом стуле. И довольно-таки, это было пару секунд. И те самые круги, или круг, мы же один круг засняли, который был в самом конце. Самое интересное, что это же мы все увидели на монтаже в тот момент. Мы же этого не знали, когда мы снимали все это. И я до сих пор реально эти дни помню, когда Кристоп мне присылает в WhatsApp эти видео и говорит, что это? Просто посмотри на это. Я смотрю это, и у меня реально, я не помню, может даже есть голосовое, если мы будем поднимать архивы, что у меня реально слезы потекли от того, что я смотрел на это и понимал, что что я не знаю, что это. То есть мы много кому показывали эти видео. Никто не верит. Никто не верит, да. Есть люди, которые придерживаются нашего мнения, но я, как оператор, я не могу объяснить вообще, что это такое. Было очень просто много моментов в прошлый раз, которые не вошли, то, что пыль пролетала мимо объектива, и это было понятно, то, что это пыль. Но я не могу это объяснить, потому что она двигалась так плавно, и как будто сзади нас, и оно еще было такое большое. На самом деле, когда я делал стоп, останавливал, я даже как-то разглядел там лицо. Опять же, мы не знаем, что с нами сегодня будет. Надеемся, нам удастся что-то запечатлить, и мы не испугаемся. Да, конечно, не испугаемся. Да, мужики! Мы в этот раз собрались прям серьезно.
Сегодня мы настроены максимально серьезно и решительно, поэтому пожелайте нам удачи, а мы пошли на исследование. Погнали. Йоу, к нам Йоу. приехала. Привет! Помните с прошлого выпуска? Я уже забыла, что там было. Так что переходи по ссылке и смотри выпуск. И посмотри первую часть. Ну что, Ну что, начинаем исследование? начинаем исследование с приборами. Да. Расскажи, что у нас с собой. Что в моей сумочке? Да. Это приборчик, как он называется? EMF. Он ловит электромагнитные волны. По сути, если призрак подойдет к нему рядом, то лампочки загорятся. Так мы поймем, что кто-то здесь с нами. Малютка, называется REM-под, и ее нужно открыть так. Как этот прибор работает? Так. Все элементарно просто. Мы его включаем. Включил? Он включился. Так. То, допустим, кто-то пройдет, он сработает. Ну или кто-то прикоснется, типа... Что? Вибрация? Он вибрации чувствует? Офигеть. Это первый раз у нас такое. Это с моей стороны. Подожди. А, ну значит не прыгаем, ребят. Еще и вибрация ловит. Ну, Да, да, да. короче, примерно как-то так. Но если кто-то еще подойдет, докоснется до антенны, вот так вот, то тогда мы тоже поймем, что здесь кто-то есть. Ну что, куда будем ставить? Давай поставим его там, где в прошлый раз были круги. Ну, где-то прямо здесь. Он работает? Да. Все, супер. Вибрация? Серьезно? Он отсюда ловит? Короче, не топтаем. Ладно, не надо, может просто хлам не будет такого. Брунес, ты с нами? Это пол скрипит. Здесь кто-нибудь есть? Мы приехали снова сюда. Мы так и не получили все ответы. Поэтому мы хотим знать, ты здесь есть или нет. Может, ты нас помнишь? Если ты здесь, издай какой-нибудь звук. Или пройди мимо нашего прибора. Тебя зовут Брунес? Почему тебе не нравятся женщины? Рыцарь, мы знаем, что ты тут. Мы тебя засняли в прошлый раз. Скрываться нет смысла. Это ты нас в прошлый раз так напугал? Слушай, может, эксперимент проведем? В прошлый раз появились звуки и было что-то, шаги, когда мы говорили, что? Готфрид фон Роге, Готфрид фон Роге, Готфрид фон Роге. Может, это ты тут? Готфрид фон Роге. Или, может быть, Матиас фон дер Эйки здесь? Владелец замка в 16 веке. Кто ты? Тебе слабо? Ты же призрак. Что мы делаем? Ну это, конечно, жестко. Мы вообще... Мы же Steam. Может, тогда уже просто прям по жести вообще Ты пойдем? чё, совсем? Мне просто... Я, типа, я не против. Просто, когда мы разделимся, может, это кому-то аукнется.
Сейчас мы поняли, кто не будет разделяться. Нас не надо пугать, мы просто хотим понять, что ты здесь. Издай какой-нибудь звук. Ты же так хорошо справлялся в прошлый раз. Столько много звуков было. Докажи, что ты тут. Пройди мимо нашего прибора. Заставь одну из этих лампочек загореться. Мы так поймем, что ты здесь. Слабо дернуть одну лампочку. На. Что это было? Какой-то звук, короче, вдалеке, но мне кажется, это со стороны отеля было. Типа кто-то открывал дверь. Мне кажется, как будто кто-то дверь открывал далеко-далеко. Если ты не хочешь с нами разговаривать, то издай какой-нибудь звук. Я тоже. Я отвлекся так-то секунду. Ты со стороны окна? Если это было знаком, что ты не хочешь с нами разговаривать, то, пожалуйста, издай еще раз. Когда я это сказал, там такой отчетливый прям. А какой он был? Я его вроде слышал. Такой, типа, глухой, такой тоненький. Такой. Стук? Ты здесь с нами? Можешь топнуть или стукнуть. А если проверить отсюда? Мне просто чисто интересно. Офигеть. Вот прикинь, реально. Он бы без этого. Я хочу вместе с тобой. Это ты прикинь, если мы сейчас это не узнали, не проверили, как мы бы обосрались. Мы же поверили реально, что это привидение. А это мы. Может, ты сидишь и наблюдаешь за нами, как тогда на балконе, не? А, это пол скрипнул. Ты здесь с нами? Ты странно чихаешь. Ты прикинь, сейчас из-за кулисья. Будь здоров. Я все ждал, пока я на один стул какой-нибудь заведу, и он сработает. Может, он сверху на нас смотрит. Ты сверху? Если ты сверху, издай звук. А может, ты просто не можешь? Ты не настолько силен. Ты слаб. Покажи свою мощь. Заготовка моя, будешь говорить. Давай, я уже. Да ты слабо. Я уже. Мне вообще страшно, что ты скажешь. Так я же сказал-то. Не, я прям по жести. Прям. Ну давай. На меня... да, не а мне а тебе. Давай, ты тоже, чтоб тебе тоже было. Давай, погнал. Мы знаем, что ты призрак. А может, ты демон? У меня же такие мурашки прошли, когда ты это сказал. Нет, он же добрый. А может, ты все-таки не добрый, а злой? Издай звук какой-нибудь. Ну или покажись. Ты же рыцарь. Благородный. Еще угораем над ним. Не надо так делать. Ладно, я предлагаю пойти на балкон. Let's go. Вот ты прикинь, вот я сейчас подойду к этому, мы же сюда вот с прибором не приходили еще сегодня. Если я сейчас подойду к этому стулу, он задергается, как в прошлый раз. Может, он где-то здесь сидит?
и наблюдай. Я бы пройду все ряды. Нет. Приходи к нам на балкон. Издай такой звук. Здесь кто-нибудь есть? Может, он меня толкнет? Не хочу. Я, кстати, тоже там сидел и думал, что мало ли он меня толкнет. Я не понимаю, почему. Что, вот почему? Вот как ты думаешь? Что за Может фигня? быть, ну, действительно, Почему? раз... Может быть, это потому, что я с вами? Нет, но ты думаешь? Но он же не любит женщин, может, поэтому и не появляется? Если ты не хочешь с нами разговаривать, издай какой-нибудь звук. А может, ты уже сидишь рядом с нами? Присаживайся с нами, давай поговорим. Мы не хотим тебя обидеть, мы просто хотим узнать, ты здесь есть или нет. Ты не хочешь показываться, потому что с нами девушка? Я тебе открою дверь, ты можешь к нам заходить. Давай, заходи. Покажись. Брунис, ты можешь заходить к нам. Ты слышал? Ты слышал? Брунис, ты здесь? Дай знак. Рыцарь, у тебя есть последняя возможность зайти. Я сейчас закрою дверь. Если ты хочешь зайти, заходи. Я считаю до 5 и закрываю дверь. 1, 2, 3, 4, 5. Ты с нами? Ну ладно. Свет, как я обосрался. Жалко, мы это не сняли. Ну, я думаю, ты куда-то убегаешь, что происходит вообще? Самый прикол то, что я испугался опять не звука, а вас. Я испугался Анни. Я звук вообще не слышал. Не, я слышу, там мы слышали, мы с Аней приобрелись, там такой вот. В прошлый раз такой же был звук. Тут случилось сейчас только что так, то что у нас, в общем-то, камера отключилась, и мы заменили батарею, и пока мы ее заменяли, мы с Анютой услышали... Такой же самый звук. Ну, лично я услышал тот же самый звук, для меня это был такой «вам». Но я услышал типа... И, короче, ребята очень сильно испугались. И Я испугался Ани. я испугался вас, а не того звука, и Потому жалко, что я не ожидала, что это будет прямо сейчас. жалко, что мы это не засняли. Ну, бывает, Анюта, все нормально. Да я... Ну, ты понимаешь, что типа мы перегляделись с тобой друг другом, И типа- через секунду я отреагировала. и почему-то ты только через секунду... С чем это связано? Это Анют? осознание приходит в мозг. Ты не реагируй, это же внизу так было, не здесь, мы ж тут все рядом. Ну да. Но внизу это рядом. Это было похоже, как в прошлом. Если не смотрел, посмотрите прошлый выпуск нашего сезона. Эдальский замок. Там Анюта также закричала, и это было довольно стрёмно. Никит, не садись так. Мы тебя любим, мы не хотим тебя потерять. Ну иди ты! Глючит, может быть. Может не работать, знаешь, так глючит. Надо перезагрузить. Ладно, я думаю, может сменим дизлокейшн.
location. Вот, кстати, ребят, владелец замка в 16 веке. Матиас фон дер Эке. А это его жена. Ой, самое обидное, вот я считаю, за весь этот выпуск, это вот это. Просто закрытый погреб. Она закрыта. Нам же сказали, что ее открыли. Это очень плохо. Бронис, если ты там, постучи в обратку. Здесь кто-нибудь есть? Бронис, ты с нами? Как тебе музыка? Бронис, ты с нами? Или не Брунес. Кто угодно. Издай какой-нибудь звук. Говорят, здесь много призраков. Так ли это? Мы не верим. Докажите это. Здесь кто-нибудь есть? Мы не снимаем. Ты что, нас боишься? Мы тебя нет. Где ты пропадаешь сегодня? Издай грохот. Издай звук, если ты нас помнишь. Может быть, здесь демон? Шесть. Почему? 3 шестерки, о чем ты говоришь? Сейчас карточка памяти 6 минут как раз. Короче, я хотел сказать... Демон. Мы сейчас же в башне находимся, на 2-м этаже. Вот тут мне вообще челово, а вот в зале не так челово. Погнали на другую локацию. Раз полная тишина, я думаю, что можем, в принципе, начать с приложения сразу же. У нас есть приложение, оно называется Ghost Stalker. Давай. Вот, и это приложение рандомных слов, оно их выдает в рандомном порядке. Мы будем задавать вопросы и будем искать в этих рандомных словах ответ. По сути, если здесь есть призрак, то он выдаст какое-то слово, которое мы можем, типа, связать. Да. С нами кто-то есть? Сегодня. Что сегодня? Сегодня ты с нами не хочешь говорить? Или сегодня ты хочешь нам показаться? Или сегодня что-то должно произойти? Что сегодня за день? Ребенок? Может, тот самый ребенок, который там был? Ты был тот ребенок? Справа. Нет. Нет, пиши. Пиши.
Ты настоящий? Подожди, зрители, наверное, не понимают, про какого ребенка мы говорим. Мы когда шли обратно в нашу комнату отдыхать, мы видели ребенка, который просто стоял, типа... Где он стоял? В коридоре? Просто в коридоре, да, и смотрел на нас. Сначала на Аню. Да. Просто обычный ребенок. История. Сохрани историю. Мы сохраним эту историю на нашей камере. Эмоционально. Год. Год, очень эмоциональный год. Гости, да. Proposal — это предложение. Свадебный зал. Комьюнити — это общество. Рак? Как это можно связать вообще? Ну, насчет эмоций год, я подумал, что сначала, может быть, он имеет в виду, типа... Мир. Когда мы тогда упали с тобой. Мир, дерево, вода, значение. Что это значит? Студенты? Анютка, ты студент? Она студент. Да, Анюта студент. Да, у нас Аня студент. Тебе не нравится Аня? Да, О, мы сидим, да. А ты стоишь? По какой причине ты умер? Что с тобой случилось? глубоко. Это глубокая история? Ты утонул? Слышали? Слышу. Это ты сейчас сделал? Фигура. Так, тихо, сохраняем спокойствие, ребят. Ты где-то здесь? Пройди мимо нашего прибора. Женщина? Так все-таки мы Ты говорим... всё-таки женщина? Мы все-таки говорим, может быть, с женой Матиаса фон дер Рейке? Ну, на самом деле, вот эта тема чуть напряжная. Мне нервишки чуть-чуть играют. Больше напряг, нежели когда ты ходишь. Вот я такое же испытывал, когда мы тут с доской сидели. Это очень... Ну, именно, типа, эксперимент. Типа, он как не был стрёмный, но именно вот... Вайб. Ну, вайб такой, да, своеобразный был. Вот как сейчас, когда мы сидим. Правительство. Анютка, не дрожи. Я вижу, как у тебя Ты руки можешь дрожат. пройти мимо нашего прибора? Анютка, спокойно. Аня, все нормально? Анют, она дрожит. Ты наверху? Да, Анюта сильно дрожит, да стой, подожди, может нам остановиться? Все нормально. Ты уверена? Да. Да нифига не нормально, ты дрожишь вся. Тихо. Шок. Шок? Что? Я не понял. Шок. Ну, шок. Может нам стоит закончить? Подожди, посмотри-ка туда. Ты наверху? Что было? Девочка. Девушка в шоке? Ты это хочешь сказать? Тебе не нравится Аня? Ладно, у тебя есть последний шанс. Происшествие? Здесь кого-то убили? Кто-то покончил жизнь. Последний шанс. Ладно, все, хватит. Аня уже дрожит. Давай. Все. В общем, ребят, мы вернулись сюда обратно. Анюте стало довольно-таки жутко и не по себе, поэтому она решила остаться в отеле и подождать нас там. Мы ее не осуждаем. Такое бывает, когда человек может перенервничать, испугаться, поэтому мы с Никитом решили сюда прийти еще раз и сходить за кулисье в ту комнату, еще раз там поспрашивать вопросы с ЕМФ, с Рэмподом. Что, оставим Рэмпод около входа? Давай.
Здесь кто-нибудь есть? Мы сейчас вдвоем. С нами нету Ани. Может быть, ты сейчас нас помнишь? Мы пришли с миром, не хотим причинить тебе какого-либо зла. Мы просто хотим узнать твою историю и понять, что тебя связывает с этим местом и почему ты здесь задержался. Попробуй стулья посмотреть. Попробовать. Бруно Вайтвест Шейк. Братан. Что? На свете батарейка просто сейчас сяет. Просто в нулину. Ну что, пожелайте мне удачи. Удачи, брат. Мы здесь, прямо за дверью. Ну что, ребят, я остался один. Вы все так хотели этого. Мы разделились. Пока что надо собраться с мыслями, чтобы что-то вам конкретное выдать, рассказать. Мне дико страшно. Вот, но подходим на второй этаж. Я думаю, сразу же стартанем отсюда. Он работает. Ну что? Здесь кто-нибудь есть? Дай знак! Рыцарь, ты здесь? На самом деле, когда ты здесь один, дико страшно, просто реально. Вот после всего, чего мы здесь уже слышали, чего мы уже пугали. У меня свет выключился. Чё? У меня свет выключился. Ты в порядке? Да. Ну в порядке, я уже был настроен. Ну что за 2 минуты. 2 минуты. Что за ты что делаешь? Ну что, ребят, скорее всего, сейчас мы пойдем по отдельности вот так вот с GoPro, с фонариком, в минимальном свете просто, и будем стараться все равно для вас сделать контента. Да? Ладно, удачи. Ну что, дубль 2. Заново иду на второй этаж. Буду проверять, что тут у нас происходит. Я держу телефон в зубах. Ставлю рекорд. Он работает? Ну что, здесь кто-нибудь есть? Я пришел просто поговорить с тобой. Дай знак, что ты тут.
Это ты был? Я только что слышал звук. Я не знаю, GoPro звук передает такой дальний. Мне спуститься вниз? Какие-то писки, звуки. Пройди мимо прибора, если ты тут. Сейчас попробуем спуститься вниз. Страшно, просто до усрачки, если честно. Но я спустился вниз. Рыцарь, ты тут? Давайте поставим ремпот. Оба! Работает. Вот я, кстати, сейчас стою на том месте, там, где мы с Крисом упали прямо. Где мы слышали шаги. Точнее, я слышал шаги. Здесь кто-нибудь есть? Это ты был? Я опять слышал звук. Ты теперь наверху? Дико страшно. Издай какой-нибудь звук, чтобы я понял, что ты тут. Что это? Почему я слышу какие-то звуки? Просто какие-то шаги, я не знаю, что это такое. Я слышу, как будто кто-то за мной идет. Я не понимаю, это пол так скрипит? Ладно, я думаю, ребят, надо закругляться. Я думаю, что я выжил максимум, что я мог. Я могу, конечно, попробовать идти за кулисы, но что-то я чувствую, что моя психика вообще этого не выдержит. Может быть, я еще пока что не готов. Это было страшно. Ну что, все сняли, мы все, в принципе, можем идти обратно. Всё. Получается, моя очередь пришла. Извините, что, может быть, качество совсем чуть-чуть другое. Поставим ремпот. Поставим его сюда. И попробуем поговорить. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Я совсем один. И, может быть, ты сейчас себя проявишь? Если ты здесь, ты можешь пройти мимо прибора? Не, ну, когда ходишь, и вокруг тебя скрипит пол, это, конечно, не очень приятно. Ну, честно, я не настолько смельчак, чтобы как некий-то идти вот туда наверх, на балкон. Хотя... Ай, с ним пошли. Я что, не могу, что ли? Может, там кто-то ответит. Ремпот я оставляю в главном зале. Честно вам признаться, вот то, что сейчас я один, это не сравнится ни с одним местом вообще, в котором мы были. Здесь действительно неладно и не очень. Здесь кто-нибудь есть? Видите, как сколько пылинок летает? Тут очень много пыли. Если ты здесь, дай знак. Почему
в этот раз ты не хочешь показаться? Или издать какой-нибудь звук? Не, я не могу, эта тишина, ну прям очень давит. Ладно, если ты не хочешь говорить здесь, я спущусь вниз. Я спустился вниз, дай знак. Брунес, ты здесь? Мать, что это было? Скорее всего, это пол скрипнул. Еще когда ты светишь на себя фонариком, у тебя рисуются такие образы, прям вообще жуть. Может, он музыку любит, может, он при музыке что-то выдаст. Что я делаю? Ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Нет? Так тоже нет? Я даже не знаю. Честно, мы перепробовали уже все. И сейчас дальше спрашивать, что-то пытаться сделать нет смысла, потому что мы уже все, что могли, мы сделали, как мне кажется. Возвращаемся к ребятам. Ну что, ребят, перед тем, как мы перейдем к выводам, мы должны рассказать про то, что перед тем, как мы хотели разделиться, на камере, который у нас был на камерный LED, он начал садиться. Мы начали гадать, что делать все-таки, нам разделяться, как нам разделяться по отдельности или там раздельно. Потому что изначально у нас, когда мы сюда ехали, был план, что Некит идет один в этот большой актовый зал, он там ходит, а я иду в винный погреб. Но, как вы уже видели, он какого-то черта был, к сожалению, закрыт. Мы подумали, что давайте не будем гадать и не будем разделяться сразу же вместе, будем разделяться по отдельности и ставить все на красное, что свет все-таки выдержит, но как только, когда я пошел, прошло там буквально сколько, 3 минуты, и свет погас. Потом мы подумали, что нет, берем черта за рога, берем GoPro, берем фонарик от телефона и идем делать для вас контентик. А теперь перейдем к выводам. Фух, я даже не знаю, с чего начать. Очень волнительно было сюда ехать, безумно волнительно. Я очень рад, что мы посетили вновь это место. Я не уверен, что мы получили те ответы, которые хотели. В любом случае, мы до сих пор не можем сказать о том, что здесь что-то есть. Когда мы были в первый раз, показалось, была такая очень серьезная заявка на то, что реально здесь что-то паранормальное. Поэтому нас это подкупило. Мы захотели сюда приехать еще раз, проверить это еще раз, посмотреть, все заснять, но в итоге... Ну, какие-то звуки, чуть-чуть что-то было. Я бы еще хотел сказать, что несмотря на то, что Анютка в этот раз с нами не разделилась, вы видели, ей чуть-чуть там плохенько стало, но в любом случае она большая молодец. Не каждая из девушек так согласится, поэтому она очень смелая. Подпишитесь на Инстаграм и посмотрите первую часть. Обязательно. Тогда вы будете в курсах, что вообще здесь все происходит. Также, если вы из Латвии, обязательно посетите Jaunpils. Это безумно красивое место здесь. Как мы говорили, есть и музей, и ресторан, и отель. Такие вот красивые комнаты. Здесь можно переночевать. И если вы сюда съездите и что-то запечатлите, обязательно отмечайте нас в Инстаграме или в любой другой социальной сети. Огромное спасибо, ребят, что вы смотрели этот долгий выпуск до конца. Это была 2-я серия сезона. Поэтому уже увидимся в 3-й серии. Она будет тоже дико интересной. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, колокольчики и до скорых встреч, друзья. Пока.